пока не понял, кто. Толстенький. Это все, вот это уже это все весеннее. Потом это все-таки пустят. А вот это будет висеть. Связать надо как-то. А, в общем, вроде оно очень похоже. Человечество. Потому культивированность. Добрый день, друзья! Я сегодня нахожусь в маленьком магазине. Называется «Цветозал». Я знаю его давно и в сторис увидела необычный цветок, который не видела у нас в продаже никогда. Конечно, я договорилась приехать в этот магазин, забронировала эту орхидею. И сейчас хочу попросить директора, хозяина, не директора, хозяина магазина Константина провести нам небольшую экскурсию. Константин, я вижу, что вот здесь у вас представлены орхидеи. Пару слов. Кроме орхидей, но орхидеи я понимаю и вижу. А кроме этого, что еще на этом стеллаже есть? Вообще наш магазин изначально был открыт как магазин кактусов и суккулентов, но со временем мы обрастаем всякими разными другими растениями. Вдохновившись вашим каналом, на самом-то деле, я и привез, решил вообще привезти не просто фаленопсисы, обычные фаленопсис микс, а какие-то более интересные. И думаю, что будем развивать это направление. Да, это направление, потому что... Но я вижу у вас великолепный фаленопсис. Это мечта многих. Это бронзовый Будда. Вы даже из фаленопсисов выбрали то, что сейчас желанно многим мархаманам. Ну, просто наши оптовики сделали такую хорошую рекламу этому, потому что запах, да. Меня просто на самом деле многие спрашивали, а есть ли запахом, есть ли запах. Я знал, что она стоит дороже обычных, и меня это немного останавливало. Потом думаю, почему бы не попробовать? Почему бы не попробовать? А, кстати, у нас еще много всяких необычных растений, таких, которых, возможно, не встретите в каждом магазине. Это как атмосферные телансии, да. Я всегда говорю, что они тоже в какой-то степени родственники орхидеям, потому что их корешки, их листики похожи, поверхность, как на корни орхидеи. Также покрыты вот такими микроволосинками, через которые они впитывают все полезные вещества для своей жизни. Да. Влагу, минералы, да, вот такие вот. Такие не маленькие чудовища, маленькие такие космические. Ой, а где-то я видела еще одно. Вот это что же к ним относится? Да. Но это она осталась как декорация, потому что она подсохшая. Мы ее просто как создает нам атмосферу дремучего леса. Это всегда красиво и приятно. Да. А нижний это хои. Да, это разновидности хои. Самая, конечно, популярная, которая трехцветная, или как она, варигатная у нас еще она идет. Ее, конечно, сразу собрали.
Ну, вот такие остались. Вот это тоже ампельник, очень красивый, кстати. Но это у кого очень-очень много солнышка, да. Вот такая была у нас огромная, вот от нее деточка осталась. Мы ее укоренили. Также у нас есть калладиумы. Но вот это уже остался один, тоже достаточно такой редкая вещица. Ну, вообще-то это тоже хоя. Хоя Керри, да. Да. Костя, она укорененная? Она укорененная, но она, возможно, не даст точку роста. Сразу говорю вам. Да, Это все-таки вот такой момент. Да, вот я все время тоже мечтаю ее купить, и именно этого я и боюсь. Мы каждый раз ждем, мы думаем, вдруг получится, но есть вероятность. Пойдем вот к тому стеллажу, там много каких-то растений, которые... Вот смотри, вот эти вот крупные, например. Вот эти крупные, а потом дойдем... Здесь у нас стеллаж с лиственными растениями, как правило, и с более теневыносливыми. Такие как замиокулькасы, как обычные, да, так и рейвен черным листиком. Также есть замиокулькас карликовый, замиокулькас называется зензи. Он высоким не вырастает, у него очень коротенькие междуузлы, и он только нарастает вширь, в высоту остается таким же. Последние несколько лет очень популярен, его берут даже лучше, чем обычный. Константин, а это олеандр? Нет, это что это? фикус амстелкинг. Фикус, ну это, наверное, для офисов больше используются такие растения. Да это для дома, для офиса. Просто вот фикусы Бенджамина, они были какое-то время популярны, но они так часто у людей сыпятся. Вот этот показал себя хорошо, и мы теперь с ним постоянно работаем. И как на озеленении, так и в частные дома. Очень То есть осыпание, чтобы он завалил или осыпался, это гораздо реже происходит. Да, что у нас... И то, с чего вы начинали. Мы начинали с кактусов, потому что мы приехали из Калифорнии, такие все воодушевленные кактусами и суккулентами, решили, что они срочно нужны всем жителям Ростова-на-Дону. И привозили только их, и по-моему, лет так 5 назад на них была какая-то истерика. Ну, теперь... Бум называется. Да, всем хотелось их. Эчеверий, хаворти, алоэ. Сейчас, конечно, потише, но тем не менее, так как мы уже себя зарекомендовали. Нет, я знаю, что все равно многие очень увлекаются именно такими растениями. Мы раньше очень все композиции сажали, флорариумы всякие. Ну, да, У нас да. тоже немного осталось таких вещей, мы сажаем. Вот, скоро будем делать красивое озеленение кактусное. Подожди, а это банан? Нет, это стрелиция Николая. Вот А это здесь стрелиция такая, слушай, я видела один раз стрелицию даже с цветами. Вот тоже в одном из магазинов. Как это красиво. Но это стрелиция Николая, а вот та, которая цветет, это Вот вот, да, вот она, такой. Регина. Вот такую регину я видела примерно такого же размера, Да, как вот в да. таком горшке. Огромном горшке. Как это красиво смотрится. Я уже не говорю про цену. Она у нас, да, она дешевая не бывает. Она не бывает Дешевая. дешевая, но она очень Она красивая. растет целую жизнь, поэтому и много солнца надо, чтобы ее вырастить. Это тоже такая редкая вещица у нас, такая наша. Даже Чем-то похоже на веер. она называется ликуала. Это пальма такая. Она растет в Азии. Из нее даже, кстати, делают веер. Я сначала испугался, думал, что она у меня не выживет. Взял чисто как попробовать. Но у нас все получилось. Она Это же растет. отлично. Она растет, дает прирост. Ну, конечно, я жду, что ее возьмет человек, который не просто, как скажем, визуально она понравится, а который будет увлеченный пользователь. Потому что все-таки ей нужна влажность, за ней нужно присматривать. Забыть про нее нельзя. Так же, как у нас вот там растет огромная, А вот туда зайдите, его не видно. Но я покажу. Чего не Все равно, да, у нас есть огромная такая алаказия гигантская таро. Ее, конечно, сложно увидеть, но это тоже из наших таких растений, которые, в общем, для настоящих ценителей городских джунглей. Здесь у нас крупные растения, которые мы не выставляем, чтобы это не мешало людям проходить. Ну или какие-то вещи, которые уже для озеленения зарезервированы. Константин, я знаю, что вы начали вести YouTube-канал. Да, совершенно недавно, я наверное, в начале месяца, в начале июня начал вести канал. Точнее, у меня канал давно был, но он был такой, исключительно загружать какие-то свои видео, чтобы потом делиться ссылками с друзьями. Я подумал,
Я столько делаю контента, почему бы этим не делиться со всем миром, с еще большей публикой. Завел канал, начал там вещать про растения, про какие-то интересные места, связанные с растениями. Да и вообще все, что у меня в жизни встречается, все с работой, жизнью. Но вы же дипломированный флорист. Как же вы можете не только о растениях говорить и ездить именно туда, где Ну, я растут? много что люблю. Я люблю петь, я люблю вечеринки. Но растения — это моя жизнь, это Будете все. пересаживать, показывать пересадки, показывать то, что вы получили на этом канале? Что вообще вот планируется на канале интересного, вот такое, что вот есть задумки какие-то? Я пробую все. Все. Пробую интересные места, парки. Провожу некоторые эксперименты по поводу лечения растений. Хочу поэкспериментировать с грунтами какими-то, что лучше, что хуже, что мне больше нравится и так далее. Друзья, Вот так. вы чувствуете, что будет какой интересный канал? Вот я очень редко рассказываю про болезни растений, но не болеют у меня мои орхидеи. А вот Константин обязательно будет рассказывать про какие-то препараты, которыми можно лечить растения. Я думаю, что и про орхидеи ты тоже обязательно расскажешь. Ну, раз я их привез, значит, надо с ними попробовать обязательно. Вот такой небольшой, но очень приятный внешне и внутренне магазинчик цветов у нас есть в северном микрорайоне города Ростова-на-Дону. Адрес Волкова 3/1. Называется «Цветозавр».